Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического легко усвояемого мяса. Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Food Court. Я рад, что вы зашли на мой канал, и сегодня я приготовил для вас рецепт кролика. Кролик горячего копчения. Досмотрите это видео до конца, и вы точно узнаете, как приготовить этот удивительный деликатес. Мясо кролика нежное, мягкое, сочное. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. И давайте вместе приготовим кролика горячего копчения. Итак, дорогие друзья, для приготовления кролика варено-копченого я буду использовать предварительный посол методом шприцевания. Значит, здесь 5,5 килограмм кролика. Общий вес, значит, тушка, я ее разбил на 4 части. Кролик на 4 части разбит, значит, его здесь 4 тушки. В общей сложности здесь таких кусочков 16 штук. Вес примерно плюс-минус одинаковый. Значит, я взял раствор, соляной раствор, 10% соли на 5,5 килограмм мяса и 550 миллилитров воды, это 6 килограмм. На 6 килограмм я взял 2% соли. Соль я взял нитритную пополам с поваренной солью. Нитритная соль у меня с содержанием нитрита натрия 0,6%. Я взял 60 грамм и 60 грамм взял обычной поваренной соли. Кроме этого, в этом соляном растворе у меня 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса, то есть это на 6 килограмм сахара получилось 12 грамм. И здесь полграмма аскорбата натрия, это окислитель жира. Здесь его на 6 килограмм получилось 3 грамма. Все это растворил, и вот таким вот инъекторным шприцом, вот здесь у меня специальная игла инъекторная. И я буду шприцевать, потом упакую в вакуум, отправлю в холодильник на 5 суток для предварительного посола. Изделие с костью, для того, чтобы просолить, сухой посол это не очень эффективный способ. А вот именно иглой можно доставить соль максимально близко до кости. И не будет ни просола. Вот это вот теперь все в вакуум и в холодильник на 5 суток при температуре 2-4 плюс градуса. Но потом будем проводить тепловую обработку и горячее копчение. По 8 штучек, по 2 кролика здесь и вот здесь. Так, все, теперь можно отправить в холодильник. В холодильнике температура это 2-4 плюс градуса. И за 5 суток он благополучно просолится. Так, 5 суток по соли. Вот так вот выглядит кролик. И сейчас мы его на тепление, на обсушку и на тепловую обработку отправим в коптильную камеру. Тепловую обработку и горячее копчение я буду проводить вот такой вот коптильной камере полного цикла от интернет-магазина Craftmaster. Это модель малютка. Данную коптильную камеру мне предоставил интернет-магазин Craftmaster для работы и тестирования. У меня на канале есть подробный обзор этой коптильной камеры. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Вы можете перейти и посмотреть подробно все параметры и характеристики этого инструмента. Коптильная камера объемом 65 литров, загрузка до 10 кг. В этой термокамере я могу проводить полный цикл тепловой обработки. То есть это отепление, обсушку, обжарку с дымом и варку с паром. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на интернет-магазин Craftmaster, перейдя по которой вы можете подробно изучить весь ассортимент этих коптильных камер. А при создании заказа вы можете воспользоваться моим промокодом на правах рекламы. В комментариях к заказу введите слово Food Court. И вы получите специальный бонус.
Вот таким образом я разместил полутушки кролика в коптильной камере, и теперь я проведу тепловую обработку в 4 этапа. Первый этап я проведу отепление. В камере я выставлю температуру 45 градусов и до 18-20 градусов внутри. Затем я проведу обсушку на температуре 60-65 градусов до температуры внутри мяса 40-45 градусов. Затем я запущу дымогенератор и проведу обжарку, то есть горячее копчение на температуре 75 градусов до 60 градусов внутри. Ну и в заключение я проведу варку с паром на температуре 85 градусов в камере, запущу капельную подачу воды и до 70 градусов внутри продукта. Прошло 12 часов. После завершения тепловой обработки я дал часа полтора проветриться и остыть уже готовому изделию. Затем убрал тушки кролика в холодильник на 12 часов. И вот посмотрите, что получилось в результате. Прекрасный цвет, дым лег ровно, практически идеально. Прекрасный запах легкого копчения. Ну и, конечно, сейчас мы проведем дегустацию. Но вот люблю я такие ответственные моменты. Посмотрите, какой прекрасный, привлекательный внешний вид. Очень аппетитный получился кролик. Но просто красота. Режется прекрасно. Посмотрите, какая структура мяса. Оно сочное. Термокамера справилась отлично. Все режимы тепловой обработки были выбраны правильно. 70 градусов температура готовности. Вкусно получилось неимоверно. Чавкающего в кадре и закатывающего глаза от удовольствия вы меня не увидите. Мясо мягкое, нежное, сочное. По соли прекрасно. Как раз вот это вот на мой вкус. Но вот действительно, кролики это не только ценный мех. Мясо кролика можно использовать в нарезке, можно использовать в салаты. Ну и так я вам скажу, с пивком это будет просто великолепно. Шикарный диетический продукт получился, друзья. Ну что, на этом я буду заканчивать. Если вам понравился этот рецепт кролика горячего копчения, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал Food Court, жмите на колокольчик. Вы всегда будете получать первыми уведомления о всех новых рецептах на моем канале. Оставайтесь на канале Food Court. Вас ждет много вкусных и интересных рецептов. До новых встреч, дорогие друзья!